Всем привет, я Алекс Курч, это канал Crazy Train. Сегодня я покажу вам очередной альбом из мира металлической музыки. Это воронежская группа Стербефаль, что можно перевести как «Смерть» с немецкого. И их альбом «Verlorene Zeit». Не знаю, правильно ли я произношу это, потому что немецкого совершенно не знаю. Этот альбом выпущен в коллаборации лейблов Satanat Records и итальянским Fog Foundation. Начнем, как всегда, с оформления. На буклете мы видим мрачный пейзаж с мертвым деревом под каким-то желтым зловещим небом. Такой же вот пейзаж изображен на заднике. Мне картинка очень понравилась. И забегая вперед, скажу, что оформление как-то очень лично для меня подходит и музыкальная составляющая альбома. Вообще, оформление выполнено в студии Dia Demo. И насколько я понял, покопавшись ВКонтакте, это студия и дизайнер, который выполнял оформление альбома, он же является гитаристом и вокалистом этой группы, и зовут его Дмитрий Гусев. Теперь поговорим о музыке. С первой же песни нас окутывает торжественная, эпическая и величественная атмосфера, которая состоит из переплетения тяжести экстремального металла и мелодических переливов соло-гитары. И над всем этим царит такой мощный харшевый вокал, который местами все-таки ближе к гроулу, но местами и ближе к скриму. Для этого альбома характерно чередование тяжелых, даже я бы сказал, угрожающе тяжелых рифов с некоторой даже индустриальной какой-то направленностью, с меланхолическими участками, что скорее дает право отнести этот альбом к жанру пост-блэк метал или, может быть, атмосферик блэк метал, хотя для данного жанра альбом довольно-таки тяжел. И да, в этих песнях очень-очень много всего. Здесь и акустические гитары, и меланхоличные соло-гитары, и забои на фоне бласт-битов, и тяжеленные куски с индустриальным настроением. И все это не дает воспринять этот альбом с первого раза так, как положено. Вот я уже не раз замечал и говорил о том, что подобную музыку со сложной структурой начинаешь понимать, и она начинает больше нравиться где-то раза с третьего, как мне кажется. Фишка, которая делает этот альбом необычным, является странный выбор немецкого языка, хотя, возможно, этот выбор был сделан гораздо раньше, до того, как еще была создана эта группа. В момент выбора изучения иностранного языка в школе, знаете, как бывает, какой пойдешь изучать, английский или немецкий, вот там говорят, что, мол, немецкий язык легче выучить, потому что там проще произношение. Ни черта подобного. Мне кажется, что немецкий произношение еще даже сложнее, чем английский. Но, тем не менее, выбор был сделан, и вот теперь мы имеем то, что имеем. Немецкоязычный вокал, он придает музыке особенно какую-то такую злую атмосферу. И, как ни крути, вот выбор немецкого языка подспудно все равно наталкивает на какие-то странные ассоциации с Рамштайном, хотя по музыке здесь все совершенно по-другому. Ну и также я бы провел еще параллель с русско- или грузинско-германским проектом Абигорум. Последняя песня на альбоме инструментальная, построенная на таких мощных хитовых рифах, и, как ни странно, она хоть и немного проще остальных композиций, а может быть именно поэтому и понравилась мне больше всех. Так как на сайте Metal Archives размещены тексты этого альбома, мне удалось их через Google Translate перевести, немножко почитать. Ну и мне показалось, что все они вращаются вокруг какой-то внутренней борьбы, внутренних страданий человека, сожаления о потраченном времени и о том, что его так мало осталось. В окончании видео скажу, что альбом этот замечательный, особенно раскрывшийся мне после 3 или 4 прослушиваний. Я также вам рекомендую с ним ознакомиться, еще лучше приобрести у лейбла Satanat Records. Побольше вам хорошей и классной музыки. Мир вашему дому.